Спектакль «Р» Юра Бутусов. Это сложно мне вот уложиться в какое-то короткое время, чтобы рассказать, потому что Юра Бутусов и даже отдельно спектакль «Р» вызывает у меня желание много про это говорить, потому что еще свежи все впечатления, и горькие, и трагические, и моя любовь к Юре сложная, мучительная и мощнейшая никуда не делась, конечно. Так же, как я могу отвечать за всех моих коллег, артистов, которые заняты и в этом спектакле, и в тех спектаклях, которые он у нас сделал. А он у нас сделал 6 названий, 6 спектаклей. Это очень много для нашего театра, где вообще режиссеры приглашаются замечательные. И многие из великих режиссеров, просто великих, я по-другому не скажу, поставили у нас там 1-2 спектакля. Но чтобы 6, это только Юра. Потому что у нас с ним завязались очень тесные, по-настоящему творческие и человеческие взаимоотношения. Спектакль «Р» это название возникло, такое название возникло от начала работы с пьесой. Это было его предложение «Ревизор». А когда-то уже он брался за ревизора у нас в театре. Этот ревизор, что бывает часто у Бутусова, перерос в короля Лира. И это было не единожды и не дважды. Он вообще такой МЧСовец. Он должен сам себе создать чрезвычайные обстоятельства, в которых он только и может работать. Когда времени много и все определено, это значит, он точно не успеет. А вот когда времени мало или чудовищно мало, или катастрофически мало, вот тут он... Это свидетельство, при всей любви, у меня любовь к нему сложная, она очень сильная, и, может быть, я никого так не любил и не люблю, как его, но эта любовь связана с такими мучениями и с такой несхожестью нас, вот даже обоих, с такой полярностью наших взглядов, что, я не знаю, вот, наверное, вот отрицательные заряды, так сказать, взаимоисключающие могут только вот так притягиваться, понимаете, разные полюса, плюс и минус. Кто из них? Я, скорее всего, минус, потому что то, что он гениально одаренный человек, это совершенно для меня это очевидно просто. Вот, на этот раз «Ревизор» Гоголя, это было его предложение. На первых же читках он стал чесаться, и когда он чешется, это важнее, чем когда он что-либо говорит, потому что его вот это вот дергание, оно гораздо больше мне говорило, чем те слова, которые он произносил, потому что произносит он слова, которые взаимоисключают. Он говорит, его каждая следующая фраза, так говоря, почти буквально, исключает предыдущую. Она перечеркивает. То, что он говорит, как бы не имеет значения. А вот его, так сказать, состояние... Он стал говорить, что это штампы, сплошные штампы, что это заиграно, это затрактовано уже, что это уже школьный материал, что это потеряло свою остроту. Это, конечно, все было очень справедливо. Ну, мы читали этот гениальный текст, читали так, и так, и так, и сяк, и наперекосяк, как всегда. Ну, сначала Бутусов сказал, ну, он сам же назначил, ну, так вот, Трибунцев, Хлестаков, Райкин, Городничий, ну, так по такому возрастному, как бы, цензу и стереотипу. В общем, достаточно логичному. Но тут же эта логика ему самому стала
неприятное, она его стала раздражать. Сказал, да не, ну это сразу ясно. Нет, давай наоборот. Давай вот ты будешь Хлестаков. С какого? Почему? Ну понятно, это вот просто по капризам режиссера. Ты будешь Райкин, ты будешь Хлестаков, а ты будешь Городничий. Ну понятно, Трибунцев может играть кого угодно, потому что он ну, просто великий артист. Я, заметьте, как я хорош человечески, что я вот так вот говорю про своего коллегу, который работает в моем театре рядом со мной. Он действительно, и без всякой зависти, или, во всяком случае, конечно, я испытываю к нему определенные чувства и горькие по отношению к себе, прежде всего. Потому что я уже так не могу, уже, говорю, потому что в силу возраста, потому что он артист в силе, а я уже еду с ярмарки по Шолому Алейхему, я уже еду с ярмарки. Шолом Алейхим говорит, что жизнь человека делится на ярмарку, на ярмарке и с ярмарки. Вот я уже еду с ярмарки, я прекрасно понимаю. И оглядываясь на ярмарку, откуда я еду, я вижу, как там совершенно царствует Тима Трибунцев. Так вот, Тима Трибунцев, это, значит, пожалуйста, он может быть и Городничим, абсолютно, он может быть кем угодно. А я-то почему Хлестаков? С какого хрена? С какого перепуга? Почему? Мне много лет. Почему это? И вот разговоры о характере. Ну как я учился, как говорит Станиславский. Но все же это неприемлемо для Юры. Он вообще не понимает этих... Его раздражают задачи, что делает, для чего... события, ляха-муха, он это не может слышать. Он по-другому работает. Это все, чему тебя учили и чему ты учишь других, это все не годится. Это вообще, Господи. И вот это началось. Мы очень много говорили вокруг этой пьесы. И наши разговоры в какой-то момент, там были масса откровений каких-то, потому что это гениальный текст, конечно. Конечно, если его счистить с него вот эти все мозоли, которые школа и бесконечные трактовки, так сказать, уже наделали, то это гениальный текст, конечно, невероятно острый, невероятно точно попадающий вообще в суть, я не знаю, происходящего просто в нашей стране. Наверное, не только в нашей стране, но прежде всего, конечно, это очень русская пьеса. Мы стали говорить, каждый что-то стал рассказывать о своем. Юра в какой-то момент сказал, да мне ваш разговор гораздо интереснее, чем этот текст, потому что, ну, понятно, разговорами, но что с этими разговорами делать? Тогда в какой-то момент, когда мы все возили с этим то так, то так, то так, он говорит, давайте возьмем, давайте пригласим, пригласить драматурга. И мы пригласили Мишу Дурненкова, который тоже, надо сказать, что он проявил, помимо большого дарования, которым он обладает, просто он уже замечательный мастер. Он еще проявил такие человеческие качества. Здесь вообще, Бутусов – это же не просто, это же некое явление жизни, не только явление театра, это же... Господи ты, Боже мой. Ну, в общем, Миша прошел в полной мере и через эти испытания тоже, всех нашими, он пришел. Он был к нам невероятно деликатен, а к себе очень критичен. Он несколько раз представлял нам уже какую-то написанную, какую-то модель вот того, что это может быть. Но это нас не устраивало. Это было как-то странно, что-то это не устраивало Юру, прежде всего. Мы все это обсуждали. Он себя корил за, так сказать, за бездарность. Он говорил, ребят, я, наверное, не... В общем, говорил все слова страшные в свой адрес. И опять писал. И писал все точнее и точнее. И из этого стали складываться какие-то сцены. И сцены из другой пьесы. Это уже другая пьеса. Вообще «Р» – это другая история. Это не «Ревизор». Там оставлены персонажи, но и они претерпели определенные... Это такое
другое произведение, которое, так сказать, в связи с «Ревизором» создано, оно имеет другой жанр, оно имеет другую, вообще какую-то цель, видимо, другой какой-то метод. Это очень сложно. Мне было так нестерпимо, невыносимо трудно. Ну, с ним вообще очень трудно, с Юрой. С ним трудно невыразимо. С ним и раньше было трудно. Я у него участвовал в 2 до этого его спектаклях. В общем, получается, уже в 3. Да вот до этого 2, но мне было легче. Я был, во-первых, моложе. И я там был, как бы сказать, материал. Не могу сказать. Там трудно. Конечно, было очень тяжело. Было очень тяжело. Но все-таки не так тяжело, как здесь. Мне, сейчас я говорю, мне было несколько раз до отчаяния тяжело. Юра вообще так работает. Он доводит для него состояние отчаяния, в которое он повергает артиста и повергается сам, это и есть рабочее состояние. Для него комфортные условия работы, когда артисту хорошо, ему это плохо. Он не любит, когда артисту хорошо. Он любит, когда артисту так плохо, что у него вся почва из-под ног, когда он тонет. И вот тут он считает, что это и есть рабочее состояние. Но вообще так работать нельзя. То есть, вернее, так работать можно только ему одному. В силу уникальности, гениальности, так сказать, уникальности его дара. У него, я вот думаю, вот он преподавал последнее время, мы с ним очень это обсуждали, его студентов, там все. Вот чему они научились там все так. Потому что у него даже так вот по моему ощущению, а как ты можешь у него научиться? Чему? Вот этому, как бы сказать, вот этой муке, вот этому... Ну, так нельзя работать. Так нельзя работать и чисто организационно, потому что репетиция Бутусова – это не репетиции. Это вообще какое-то странное времяпрепровождение. Они начинаются всегда не вовремя, сильно запаздывая, и не кончаются никогда. Это вообще... Я, например, лично, я достаточно пунктуальный и организованный человек. Я так раздражался. У меня, чтобы унять раздражение, уходил на это куча сил. Просто потому что перенести это черти что, а не репетиция. Все начинают носить какие-то предметы тяжелые, переносить с одного места на другое. Какой-то субботник. Что это? Почему? Начинает куда-то в себе что-то наряжаться. Он ничего не разбирает. Он ждет, он как-то провоцирует артистов, чтобы они ему что-то носили. О, Господи, я думаю, ну ты сволочь такая, ты же просто вот не знаешь, как сцену построить. И поэтому ты заставляешь всех таскать тяжелые предметы. И это не один раз, не одна репетиция на это уходит, а надевают на себя, что попало, что угодно, что-то суют в какие-то щели и дыры на своем лице и теле, какие-то... Почему? С какой стати? Это искать? Я несчастно умный человек. Мне дано понимать, что я делаю. Я хочу понимать. Будь я проклят, потому что другие очень умные, образованные артисты рядом со мной, тот же Тимофей Трибунцев или Алена Разживина или Тёма Осипов, они очень умные ребята. Но они умеют отключать как-то голову. Ну, вообще, просто вообще отключать мозги. У меня это с этим сложнее. Что мне делать? Я говорю, Юра, они уже во все щели себе напихали. Что мне-то делать? У меня некуда пихать уже себе. Ни вату, ничего. Куда мне уже напихать? Они всюду напихали и ходят, как, я не знаю, как
сумасшедший дом какой-то. Что они? Это для чего? Что это? Это куда? Ну, это ладно. Это я сейчас рассказываю, об этом можно относиться с юмором, конечно, к этому. Мне было очень... Есть несколько рыдательных моих к нему голосовых сообщений. У нас была с ним отдельная связь, тайная от всех отдельная, где я с ним общался. Я говорю, Юр, потом я им стал говорить, Юр, ты сохранил это? Он говорит, да, я сохранил. Я говорю, я вот тоже сохранил. Чтобы было вообще, чтобы я не забывал, чего это стоит, чтобы когда-нибудь кто-нибудь это послушал и думая до этого, что я был для кого-то каким-то небожителем, вдруг поразился бы, как этот якобы небожитель, как он рыдает, и в каком он униженном состоянии о чем-то молит режиссера. Я не могу там говорить, я задыхаюсь от рыданий, и я не могу сформулировать ни одной фразы, потому что я просто плачу навзрыд, потому что я нахожусь в том рабочем состоянии, вот о котором, наверное, Юра мечтал. Хотя ему тоже со мной там сложно, он со мной строго разговаривает по телефону. Это уже после какого-то очередного там прогона или что. Вся жизнь в этот период подчинена этому. Это такое какое-то смещение реальности. Я перестаю быть контактным, я перестаю что-либо мочь еще делать. При этом я играю в спектакле, я же все-таки действующий, играющий артист. Вот. В результате это привело к какому-то, мне кажется, интересному результату. Мы очень любим играть этот спектакль в результате. Очень интересные реакции у зрителя. Очень они изменились с каких-то определенных пор. Очень зритель... Но это в результате со зрителем, в результате этого спектакля, к концу спектакля возникает какой-то сговор. Это не просто понимание. Это какое-то желание... Мы как-то глубинно понимаем друг друга. Мы, артисты, театр, спектакль, театр и зрительный зал, мы как-то понимаем, что мы имеем в виду, о чем мы говорим. Они узнают что-то про себя, про свою жизнь. Мы что-то по их реакциям еще дополнительно понимаем про наше высказывание и про нашу жизнь. Это очень важный процесс возникает. Вот, поэтому я не знаю, как это снято. Я очень сильно, я понимаю, изменился. Я очень трудно начинал играть этот спектакль. Я, к сожалению, очень боюсь, что то, как я лично играю в этом спектакле, вот в том виде, в котором вы это увидите, я думаю, что это меня, например, если бы я это увидел, я этого не видел. Может, в некотором смысле к счастью. Потому что я бы пришел, может, в ужас, потому что я все-таки очень сильно набираю. Я вообще артист медленный. Вот. И поэтому, например, мы уже больше 100 спектаклей сыграли. Я думаю, что я обрел какое-то дыхание, при том, что мне все равно трудно играть этот спектакль. Трудно не физически, мне трудно, потому что метод, так называемый, не знаю, он интуит, Юра. Это все поперек меня. Понимаете? При том, что мне это очень интересно, потому что я очень просто доверяю его дарованию. Он человек грандиозного театрального дарования. Ну, вот я тоже немножко участвовал в
просто в процессе, организационно участвовал в процессе восстановления его фантастического спектакля «Чайка». Просто я был фанатом этого спектакля. Вот, будучи художественным руководителем театра, я был фанатом спектакля, который у нас поставил Юра. Он сам там играл, и нам пришлось, конечно, кое-что придумать, чтобы спектакль, где он участвовал, без него восстановить. Мы придумали такой видео, присутствие его и там все. Но я посмотрел еще раз этот спектакль, фантастически талантливый, невероятный спектакль «Чайка». И у меня родилось такое четверостишье. Он так трагически, комично столкнул на сцене рай и ад, что жизнь сама теперь вторична, с его спектаклей плагиат. У меня такое ощущение, что даже то, что с Юрой случилось, вот эта трагическая смерть, и эти много раз прощания с ним, эти повторы похорон, это тоже какой-то его спектакль, это какая-то часть его спектакля. Этот парадокс, эти нелепости прощаний, повторов, О, Боже мой, как это все было и ужасно, и смешно. Я, конечно, счастливый человек, потому что я имел дело периодически с этим фантастическим человеком, с этим удивительным творением природы, Бога, вот, которое зовется Юрий Бутусов. И я вам желаю проникнуться этим ощущением тогда, когда вы будете смотреть этот спектакль.